Она тащила по лестнице 2 тяжелых пакета, чувствуя, как под пальцами режут ручки, а на сердце как будто еще тяжелее. В этот обычный вечер после работы Лина еще не знала, что через пару часов выгонит из своей жизни сразу 2 людей, которых долго считала близкими. После работы Лина зашла в супермаркет только за хлебом и кефиром. Как обычно, только закончились полными пакетами молоко, масло, яйца, овощи, мясо, йогурты по скидке. Она вздохнула, оперла одну сумку на бедро, поправила ремешок сумки через плечо и медленно двинулась к дому. Позвонить Марте и спросить, не купила ли она что-нибудь, смысла не было. Ответ был известен заранее. Конечно, нет. Во-первых, у Марты сейчас был финансовый кризис. Так она это называла. Ее сократили, и вот уже 4-й месяц подруга искала себя, а не работу. Во-вторых, Лина уже знала, чем заканчиваются просьбы «зайди в магазин». Однажды она просто попросила: «Мар, купи, пожалуйста, сметану, заправить салат». Марта ушла и вернулась через час с сияющими глазами, и с шоколадкой и мороженым. Сметану не нашла, зато смотри, какая радость. «Надо радовать внутреннего ребенка», — сказала тогда Марта. Сметану в итоге покупала все равно Лина. Возле подъезда на лавочке, как обычно, дежурили 2 бабушки-соседки, тетя Нина и тетя Зина. Лина улыбнулась, поздоровалась, стараясь не выронить пакеты. «Линочка, родная, да ты же надорвешься с такой ношей», — всплеснула руками тетя Нина. «Ну что, не забыла там мой йогурт и пачку соли?» «Не забыла». Лина аккуратно достала из пакета соль и йогурт и протянула соседке. «Вот девка, золото», — подхватила тетя Зина. «Всем поможет, всем угодит. А вон та твоя, как ее, Марта. Что же она сама в магазин не пойдет? Дома сидит без высоху. Ей-то что делать?» Тетя Зина жила в соседней квартире, и раз она знала, что Марта временно поселилась у Лины, значит, знал уже весь подъезд, весь двор и полрайона. Лина иногда думала, если ей когда-нибудь надо будет срочно сообщить что-то всему кварталу, достаточно шепнуть это тете Зине по большому секрету. Через час будут в курсе даже в соседнем доме. Марта на время переехала к Лине в конце июля. Хозяйка решила продать квартиру, мне пришлось съехать. «Поживу у тебя недельку-другую, пока не найду что-нибудь». «Ты же меня не выгонишь, правда?» «Конечно, не выгнала». Теперь на календаре был конец ноября. Марта работу ищет, сейчас тяжело устроиться. Попыталась мягко защитить подругу Лина, шифтень пакеты с руки на руку. «Да-да, ищет», — фыркнула тетя Зина. «Сама видела, за 4 дня ни разу из подъезда не вышла». «Я бы заметила». Лина могла бы возразить, что есть телефон, интернет, собеседование онлайн, но спорить не стала. Ноги уже гудели, пальцы онемели от тяжести. «Линочка, а завтра моя очередь лестницу у нас мыть», — мечтательно заговорила тетя Зина. «Да спина у меня ломится, силов нет. Ты же у нас девочка доброй души. Не могла бы недельку за меня подежурить?» «Конечно, тетя Зин, помою», — автоматически ответила Лина. Честно говоря, она убирала за соседкой уже давно, просто каждый раз та делала вид, будто просит впервые и очень неудобно. «Золотой человек, а не девка», дружно вздохнули обе старушки и, наконец, отпустили ее. Лифт опять не работал, пришлось подниматься пешком на 3-й этаж. «Хорошо, что не 9-й», устало подумала Лина. Дверь открыла Марта, в домашнем халате, со свежим маникюром, с телефоном в руке. «Ох ты же, Господи, Лин, ну ты как всегда», с порога закатила она глаза. «Я тебе сколько раз говорю, нужно покупать рационально». Она быстро заглянула в пакеты. «Белый хлеб? Серьезно? Его же есть нельзя. Надо цельнозерновой, да лучше с семечками. Яйца можно было взять в экономичной упаковке. Сосиски? Я же 100 раз говорила, там одна соя и химия. Мясо взяла, говядину. Надо было курицу, а еще лучше индейку. Заправку готовую зачем купила? Могли сами сделать. Яблоки красные, восковые, надо зеленые. Ну что с тобой делать?» Лина кивала и молчала. Сил спорить не было. Она поставила пакеты на стол и пошла в ванную мыть руки. По пути машинально подняла с пола Мартины джинсы и свитер, бросила в корзину для белья. Протерла зеркало от капель воды, не могла смотреть на свое отражение в мутном стекле. Марта говорила,
что Лина слишком зациклена на мелочах и чрезмерно педантична. Лина пыталась расслабиться, но у нее плохо получалось. Вернувшись на кухню, она сказала тихо: «Я котлеты пожарю, макароны отварю. Ты можешь нарезать овощи для салата». Марта громко откусила яблоко, сморщилась и театрально уронила голову на руки. «Лин, ну ты издеваешься? У меня депрессия. Мне совсем плохо. Какие еще салаты и полы? Я, между прочим, без работы и без квартиры. Ты вон устроилась, бабушка тебе жилье оставила, в банке сидишь, зарплату получаешь. А мне куда? Я за копейки вкалывать не собираюсь, себя надо ценить». Лина тихо ответила: «Сколько получает?» Марта закатила глаза. «Да за такие деньги я бы и стул из-под себя не подвинула». Лина работала кассиром в банке. Работа была нервная, но ее устраивала. Зарплаты хватало и на нее, и теперь еще и на Марту. Коллеги относились к Лине хорошо, начальство хвалило за аккуратность и ответственность. Подруга же весь вечер жаловалась на жизнь, пока Лина готовила ужин. Потом они поели. Марта не забыла отметить, что овощи крупновато порезаны, но все равно съела с аппетитом. Чуть позже Марта включила сериал и смеялась над шутками. Лина зевнула и, взглянув на часы, поднялась. «Я пойду спать, рано вставать». Коллега просила пораньше подойти, помочь ей с одной отчетностью. «Ты как всегда», — фыркнула Марта. 30 лет, а все как теленок. Всем угождаешь, всем помогаешь, всем да. Соседкам пакеты, коллегам помощь, мне жилье. Учись говорить «нет», девочка. Лина улыбнулась, слабо возразила, что да, надо учиться, и ушла в свою комнату. Еще долго слышала, как в гостиной смеется Марта и щелкает пультом. Утром в метро Лина поймала себя на мысли: интересно, насколько еще месяцев растянется эта неделечка перекантоваться. Она очень любила тишину и порядок. Жить вдвоем было шумно, дорого и утомительно. Но папина бабушка когда-то говорила: друзей нельзя бросать в беде. Лина упрямо повторяла эту фразу каждый раз, когда ей хотелось попросить Марту съехать. Именно в такой период ее жизни появился он, мужчина, который вернул Лине чувство, о котором она давно успела забыть. Его звали Даниэль. Утро после того злополучного ужина с диетологическими лекциями Марты началось, как всегда, с будильника в 6 часов 40 минут. Телефон завибрировал на тумбочке, тоненько пропищал мелодию, и Лина, не открывая глаз, нащупала кнопку отключения. Первые секунды она просто лежала, прислушиваясь к квартире. Тишина. Из гостиной не доносилось ни шума телевизора, ни щелчков пульта, ни шуршания пакетов. «Спит», — скользнула мысль о Марте. И сразу за ней другая. «А я опять встану раньше всех и буду тихонько ходить на цыпочках, чтобы никого не разбудить в собственной квартире». Она встала, натянула халат, пошла в ванную, умылась, посмотрела на себя в зеркало, помятая, с темными кругами под глазами, но глаза все равно были живыми. В них жила какая-то упрямая, неубиваемая надежда, которая не давала окончательно опустить руки. На кухне она, как обычно, поставила чайник, насыпала себе овсянки в миску, порезала половинку яблока. Кофе не стала варить, экономила. Для себя старалась лишнего не тратить, зато холодильник все равно был забит продуктами на всех. Пока заваривалась каша, Лина привычным движением сложила в сумку контейнер с обедом, вчерашние котлеты и гречку, пару мандаринов, бутылку воды. Потом вернулась к холодильнику, оперлась ладонями о дверцу и на несколько секунд прикрыла глаза. «Нормально все», — сказала она себе. «Просто период такой. Всякое бывает. Помогаешь человеку. Это же Марта, ты ее знаешь миллион лет». Но внутри все равно скреблось. 4-й месяц недельки перекантоваться растягивались в полноценную совместную жизнь. Только вот совместной она была странной. Одна работала, платила, убирала и ходила в магазин, а вторая искала себя. Из комнаты донесся глухой звук. Марта перевернулась на диване, что-то пробормотала во сне. Лина машинально убрала со стола кружку, которую та оставила с вечера, вытерла крошки. Потом вздохнула, надела пальто, посмотрела на часы, пора. В коридоре она остановилась на секунду, прислушалась. «Мар, я ушла», все-таки негромко сказала, хотя знала, что ответа не будет. И пошла на работу. Банк был другим миром, структурированным,
предсказуемым, с рабочими регламентами и четкими инструкциями. Здесь Лина чувствовала себя намного увереннее, чем в собственной квартире, где каждый шаг приходилось подстраивать под настроение Марты. Она любила приходить чуть раньше смены, без очередей, без шумных клиентов, без криков «Где мой платеж?». Переоделась в служебный жакет, завязала волосы в аккуратный хвост, заняла место за кассой, включила компьютер. Экран ожил, появились знакомые окна программы. Все просто и понятно. Первые клиентские операции пролетели незаметно. Пара платежей, несколько переводов, пенсионерка с квитанциями, мужчина с пачкой купюр, которые нужно было разменять. Лина работала спокойно, сосредоточенно, привычно проверяя цифры, документы, подписи. Именно в этой размеренной, предсказуемой обстановке появилась неожиданность. Даниэль. Он подошел к кассе ближе к обеду. Высокий, в темном пальто, с аккуратной стрижкой и легкой небритостью, с теми самыми улыбающимися глазами, которые потом Лина еще долго будет вспоминать. «Добрый день», — вежливо сказал он. «Мне бы счет закрыть. Обычная просьба». Лина взяла паспорт, проверила данные, начала оформлять операцию. Все шло нормально, пока в системе не всплыла какая-то несостыковка. Старый договор, странный статус, технический момент. «Минутку», — сказала она своим привычным спокойным тоном. «Здесь небольшая проблема, сейчас уточню». Она позвала старшего специалиста, вместе они нашли решение, что-то исправили в базе, переоформили один из документов. Даниэль все это время стоял молча, наблюдая, как Лина ловко управляется с системой. Никакой суеты, никакого раздражения, никакой показной вежливости. Просто спокойная, ровная помощь. «Вот, теперь все в порядке». Она протянула ему бумаги. «Счет закрыт, деньги перечислены». Он внимательно посмотрел на нее, словно пытался запомнить. «Спасибо вам большое. Честно, я думал, застряну здесь на час, но вы все сделали очень быстро». Лина улыбнулась, чуть-чуть как всегда. «Для этого мы здесь и есть». Он ушел, и она почти сразу переключилась на следующего клиента. А уже через час она увидела знакомую фигуру снова. Даниэль вернулся, на этот раз с небольшой коробкой конфет. «Это вам», — он поставил ее на стол, чуть смущенно улыбаясь. «Не банку, не отделу, а лично вам. Это не взятка, не переживайте. Просто спасибо». Лина чуть покраснела, оглянулась на очередь. Нехорошо, когда у окна задерживаться начинают. «Спасибо, но...» — начала она привычную фразу. «Нам правда не обязательно». «Я знаю, что не обязательно», — мягко перебил он. «Но мне хочется. Возьмите, а то я еще встану, и будем с вами спорить при людях, кому нужнее благодарность, мне или вам». Она все-таки взяла коробку, поблагодарила, переключилась на следующую операцию. Конфеты потом открыли в обеденном уголке, девочки из отдела посмеялись. «Лина, у тебя появился поклонник». «Да ну вас», — отмахнулась она. «Просто человек воспитанный попался». И закрыла тему. На следующий день к обеду он появился снова, теперь уже без повода, просто подошел к соседнему столу, дождался, пока у Лины исчезнет очередной клиент, и нерешительно спросил: «Лина, можно?» «Я правильно запомнил имя?» Она кивнула. «Да, я вчера ушел и подумал, что по-хорошему надо бы пригласить вас на ужин. Но не был уверен, уместно ли это». Он улыбнулся немного виновато. «Я не хочу вас поставить в неловкое положение. Просто вы мне понравились. Как человек, как вы работаете, как разговариваете». Она растерялась. Так давно никто не говорил ей ничего подобного. Без пошлости, без красотка. «Пойдем кофе попьем», без намеков. Лина сглотнула. «У меня сегодня уже планы». Это была чистая ложь. Ее план на вечер состоял из ужина, который опять придется готовить самой, и очередного комментария Марты про «не так пожарила» и «не то купила». «Понимаю», — кивнул Даниэль. «Тогда, может, в другой день?» «В любое удобное вам время. Не обязательно ужин, давайте начнем с обеда. Просто поесть вместе рядом с банком. Никаких обязательств. Если вам будет некомфортно, мы просто попрощаемся». Лина почувствовала, как внутри все жалось. Страх, привычка отказывать самой себе, память о прошлых разрывах. Все поднялось разом. «Я подумаю», — осторожно сказала она. «Можете оставить номер, если хотите». Он записал на небольшом листочке имя и телефон,
положил рядом с ее клавиатурой и ушел. Листочек весь день лежал сбоку, как чужой предмет. Лина краем глаза постоянно его видела, но не трогала. А вечером, когда уже собиралась уходить, аккуратно переложила в кошелек, в отделение, где обычно держала чеки. «Подумаю», — снова сказала она себе. Дома ее встретил привычный хаос. Телевизор на полную громкость, на столе тарелка с недоеденными макаронами, в раковине гора посуды, на диване растянувшаяся Марта с телефоном в руках. «О, пришла», — лениво отозвалась она, не отрываясь от экрана. «Там в холодильнике ничего нормального нет. Надо будет завтра в магазин. Сегодня тоже можно было сходить», — тихо заметила Лина, снимая пальто. «Лин, ну ты чего, правда? Я с утра в таком состоянии была. Депресняк. Еле-еле в душ дошла. Какая еще очередь в магазине, какие тележки? Я же не железная». Она говорила, а Лина ходила по кухне, собирая тарелки, включала воду, мыла посуду. Иногда ей казалось, что она живет в каком-то странном симбиозе. Марта как будто заняла роль эмоционального центра. Громкая, яркая, драматичная. Алина взяла на себя роль тихого фона, на котором это все происходит. Когда она легла спать, поджав колени под одеяло, перед глазами вновь всплыло лицо Даниэля. И его фраза «Вы мне понравились». Как человек. Она быстро перевернулась на бок, уткнулась носом в подушку. «Не думай. Ничего серьезного. Никто не обещал ничего. Просто человек позвал пообедать». Но спустя пару дней она все-таки написала. Коротко, без смайликов. «Здравствуйте. Это Лина из банка. В пятницу могу на обеде». Ответ пришел почти сразу, как будто он держал телефон в руках и ждал именно этого сообщения. «Здравствуйте. Очень рад. В пятницу в час вас устроит? Заберу от банка». Она смотрела на экран и не могла не улыбаться. Что-то теплое разворачивалось внутри. Чуть-чуть, осторожно. В пятницу, в обеденный перерыв, они встретились у входа в банк. Он ждал ее, прислонившись к перилам, с тем же спокойным, немного смущенным взглядом. Без цветов, без пафоса, просто в темной куртке и джинсах. «Привет», — сказал он. «Поехали? Здесь рядом есть небольшое кафе, кормят нормально, а людей немного». В кафе Лина поначалу чувствовала себя скованно. Оглядывалась по сторонам, выбирала слова, боялась, что скажет что-то не то. Но Даниэль говорил легко. О работе, о смешных ситуациях с клиентами, о том, как открывал свою компанию, как сначала ничего не получалось, как уволился из уютного офиса и рискнул. Рассказывал так, будто делился чем-то живым, своим, без хвастовства. Он почти не задавал вопросов, не расспрашивал про личное. Иногда интересовался: «А как у вас в банке? Нравится работа? Как вы вообще выдерживаете весь этот поток людей? Вы всегда такая спокойная?» Лина отвечала честно, но не вдаваясь в детали. Про Марту, например, она не сказала ни слова. Просто упомянула, что живет одна в бабушкиной квартире. В какой-то момент она поймала себя на том, что смеется. Не натянуто, не вежливо, а по-настоящему. Давно такого не было. После обеда, возвращаясь к банку, они шли рядом. Алина ловила на себе несколько любопытных взглядов коллег, встретивших их у входа. Сразу представила, как это будет обсуждаться вечером в служебном чате. «Спасибо за компанию», — сказал Даниэль. «Я был рад». «Можно как-нибудь повторить?» «Можно», — неожиданно для самой себя ответила Лина. Так завязалась их небольшая история. Никаких громких признаний, никаких быстрых шагов. То обед, то кофе после работы, то прогулка по парку выходным днем. Даниэль не давил, не торопил. Писал ненавязчиво, мог исчезнуть на день-два по работе, а потом появиться с теплым, коротким сообщением. «Как прошел день? Не замерзла по дороге домой?» Эти простые вопросы вдруг наполнили ее будни другим оттенком. Когда телефон вибрировал, Лина ловила себя на мыслях. «Это он?» И, увидев его имя, невольно улыбалась. Марта, к счастью, ничего не замечала. Она жила в своем мире. Сериалы, бесконечные истории про бывших, рассуждения о том, как все мужики одинаковые, вечные планы вот-вот найти нормальную работу, на которые не было ни одного отклика. Иногда Лина думала: сказать? Рассказать? Мы ведь подруги. Но каждый раз вспоминала насмешливый взгляд Марты, ее любимые фразы.
Ты у нас слишком правильная, Лин. Тебя любой крутанет, и ты еще спасибо скажешь. И не решалась. Первые цветы от Даниэля она оставила в банке. Ваза в отделе сразу превратилась в общий букет сотрудниц, и всем было удобно. Девочки радовались, а домой тащить не надо. Сладости тоже так и не дошли до квартиры. То коллеги доели, то Лина отдавала их на кухню для общего чайного стола. Дома она продолжала говорить: «Задержусь, у начальника день рождения. У нас отчетность, надо посидеть подольше». Коллега попросила помочь, не могу отказать. Каждый раз, произнося эти фразы, она чувствовала неприятный укол. Но если представить, как Марта отреагирует на слова «я познакомилась с мужчиной», внутри поднималась тревога. «Сначала убедись, что это вообще что-то серьезное», — успокаивала себя Лина. Однажды вечером, уже ближе к концу ноября, когда за окнами было темно и сыро, они с Мартой сидели на кухне. Лина чистила картошку, Марта листала ленту в соцсетях. «Надо решить, как Новый год встречать», — вдруг сказала Марта, не отрываясь от телефона. «Я думаю, мы сделаем что-нибудь домашнее. Оливье, шуба, шампанское. Можно еще пару коктейлей. Я, правда, не знаю, где деньги на все взять, но это потом». Лина на секунду застыла с ножом в руках. Слово «мы» прозвучало так, будто оно высечено на каменной плите. «Марта», — осторожно начала она, — «я не уверена, что буду дома. Возможно, у меня появятся другие планы». Та подняла глаза, прищурилась. «В смысле, не уверена? Это какие еще планы? У тебя что, тайная жизнь?» Лина сглотнула. «Если не сейчас, то когда?» Она отложила нож, вытерла руки о полотенце и, не глядя на подругу, сказала: «Я познакомилась с мужчиной. Мы иногда встречаемся. Его зовут Даниэль. Клиент в банке был сначала, потом. Мы стали общаться». Пауза повисла тяжелая. Марта пару секунд молча смотрела на Лину, а потом медленно откинулась на спинку стула, приподняла брови. «Так, стоп. Ты хочешь сказать, что у тебя уже месяц как есть мужик? И ты мне даже не сказала?» Лина замялась. «Я сама не была уверена, что все это всерьез. Не хотела раньше времени». «О, не оправдывайся», — резко перебила Марта. «Тихушница. Это же надо. Живем двери в двери, а она тут тайную личную жизнь устроила». Она хмыкнула, но в этом звуке было не веселье, а раздражение. «Ладно. Так. Значит, слушай сюда. Ты у нас слишком доверчивая. Я его должна увидеть». «Марта, это не кастинг», — попыталась спокойно возразить Лина. «Это моя личная». «Какая личная?» — фыркнула она. «Личная у тебя там в фантазиях. В реальной жизни, если ты не хочешь потом рыдать у меня на плече, я должна на него посмотреть. Я же тебя знаю. Если он тебе улыбнулся, ты уже думаешь про свадьбу и детей». Лина почувствовала, как внутри все жалось. «Я никогда тебе не говорила про детей», — хотела она ответить, но промолчала. «Короче», — продолжала Марта, — «приглашай его к нам. На ужин. В выходной. Я посмотрю, пообщаюсь, все пойму. Это в твоих же интересах. Ты мне потом еще спасибо скажешь». Спорить было бессмысленно. Если Лина сейчас скажет твердое «нет», Марта обидится, начнет кричать про секреты, недоверие и «какая же ты подруга». А сил на ссору у Лины не было. Ни физических, ни эмоциональных. Вечером, ложась спать, она долго смотрела в темноту и думала: а вдруг Марта правда увидит в нем что-то, чего не вижу я? Вдруг я и правда наивная? Вдруг это только кажется, что он хороший? И все же, набравшись смелости, на следующий день она написала Даниэлю: «Даниэль, здравствуйте. Подруга очень хочет с вами познакомиться. Не хотите ли прийти к нам на домашний ужин в субботу?» Она перечитала сообщение раз 10, прежде чем нажать «Отправить». Все внутри было напряжено, как натянутая струна. Ответ пришел быстро. «Здравствуйте, Лина. Конечно, с удовольствием. Спасибо за приглашение. Во сколько вам удобно? И что принести?» Лина смотрела на экран и чувствовала одновременно и облегчение, и странный страх. Он совершенно спокойно согласился. Не стал отнекиваться, не пошутил, не перевел тему. «Он придет», — сказала она вечером Марте, когда та выбирала в телефоне очередной сериал. «В субботу, в 4.
«Ну вот и отлично», — довольно протянула Марта. «Приведи его ко мне, я все сразу пойму». Она скользнула по Лине взглядом сверху вниз. «И платье нормальное надень, а не свои офисные мешки. У тебя же где-то было синее трикотажное, оно тебе идет». «А я?» — она вдруг оживилась. «А я, пожалуй, надену красное. Надо же увидеть, как он себя поведет рядом с красивой женщиной. Проверим на вшивость». Лина усмехнулась, но внутри стало холодно. Фраза «проверим на вшивость» зацепилась, как репей. Она тогда еще не знала, что эта проверка обернется не экзаменом для Даниэля, а экзаменом для самой нее, на способность наконец-то встать на свою сторону. Всю пятницу и половину субботы она прожила на автомате, как в странном сне. На работе с головой ушла в цифры и операции, в перерыве переписывалась с Даниэлем о каких-то мелочах, но каждый раз, когда мысли скатывались к субботнему вечеру, сердце начинало биться чаще. Дома занималась привычным. Прибирала, мыла полы, вытаскивала из кладовки праздничную скатерть, продумывала меню. Марта раздавала указания. «Салат такой, этот не надо, он стариковский. Мясо лучше запечь, а не жарить, чтобы не воняло на весь дом. И, пожалуйста, не делай свои диетические эксперименты, мужики это не любят». При этом, естественно, сама ничего не готовила. Ее вклад ограничивался фразой «Я буду отвечать за атмосферу». Лина, чистя картошку и натирая свеклу, думала только об одном. Только бы этот вечер не превратился в шоу именем Марты. Только бы он увидел меня, а не картинку рядом. В субботу, за час до прихода Даниэля, квартира была чистой, стол почти накрыт, в духовке допекалось мясо. Лина стояла в своей комнате перед зеркалом, поправляла синее платье, расправляла волосы. Смотрела на свое отражение и пыталась увидеть в нем неудобную Лину, которая всем помогает, а женщину, которую можно полюбить. За стеной хлопнула дверь, и голос Марты раздался из коридора. «Лин, он же в 4 придет. Мне еще накраситься надо по-человечески. Ты же не хочешь, чтобы он увидел меня без стрелок?» Лина прикрыла глаза и медленно выдохнула. «Спокойно. Ты имеешь право на свое счастье. Имеешь право на мужчину, который смотрит на тебя, а не на всех вокруг». Она еще не знала, что этот вечер закончится не тем, что у нее отнимут мужчину. Он закончится тем, что она наконец перестанет отнимать саму себя у себя же, ради тех, кто этого вообще не ценит. Что будет дальше? Танцы, выключенный свет, проверка на вшивость и жесткий разговор. Уже история 3-й части. А пока Лина пошла открывать дверь человеку, который совершенно не подозревал, что его появление в этой квартире станет отправной точкой для большого пересмотра всей ее жизни. Лина всегда думала, что самое сложное в жизни – сделать первый шаг. Сказать «нет». Попросить о помощи. Признаться в чувствах. Но этим вечером она узнала, что есть вещь куда труднее – перестать терпеть то, что давно причиняет боль. Даниэль пришел ровно в 4, будто его всю жизнь учили пунктуальности. Лина успела за несколько секунд до его звонка еще раз взглянуть в зеркало, поправить прядь, выдохнуть, сказать себе «Спокойно. Ты хозяйка в своем доме. Ты важна». Он стоял в дверях с букетом, нежный, аккуратный, будто боялся помять цветы. «Привет, Лина», — мягко сказал он. «Ты прекрасно выглядишь». Лина почувствовала тепло. Но едва она пригласила гостя войти, в коридоре возникла Марта, вся валом, с распущенными волнами волос, с яркой помадой и таким видом, будто она здесь, хозяйка вечера. «Так вот он какой, таинственный поклонник», — протянула Марта, оценивающе глядя на Даниэля. «Ну, здравствуйте. Я Марта». Лучшая подруга Лины, ее правая рука и голос разума. Совсем без стеснения она подошла ближе, протянула руку, задержала его ладонь чуть дольше, чем требовалось. Лина почувствовала, как что-то холодное коснулось внутри, но улыбнулась. Так было проще. Ужин начался спокойно. Лина старалась не показать волнения и сама удивлялась, насколько ровно звучит ее голос. Они ели запеченное мясо, салаты, говорили о фильмах, работе, праздниках. Но чем дольше длился вечер, тем сильнее Лина видела то, от чего ей хотелось отвернуться. Как Марта играет на публику. Она то бросала взгляд из-под ресниц, то смеялась так громко и звонко, будто в комнате было 100 зрителей. То наклонялась ближе к Даниэлю,
позволяя дорогим духам окутать его. «Даниэль, вы знаете», — говорила она, легко касаясь его руки, — «Лина у нас такая правильная, такая примерная. Никогда ничего лишнего, ни шагу в сторону. А я более свободная натура». И бросала на Лину улыбку, сладкую, липкую, словно карамель. Даниэль пытался сохранять корректность, переключал внимание на Лину, но Марта снова и снова втягивала разговор в свою орбиту. Она рассказывала истории, в которых Лина выглядела скучной, чересчур ответственной, иногда даже немного смешной. «Была у нас в универе компания, гремучая смесь. Все гуляли, тусили, развлекались. А Лина? Ох, она все с книжечками. На ночь зубрила. Я говорила ей, так и состаришься одна». Слово «одна» прозвучало с особым нажимом. Лина молчала. Она понимала, что это форма Мартиных комплиментов, но каждый такой комментарий бил по старой, давно не затягивающейся ране. Даниэль иногда смотрел на нее с мягким вопросом в глазах. «Все ли в порядке?» Она отвечала легкой улыбкой. «Да, все нормально». Но внутри уже не было нормально. Там зрело что-то другое, тяжелое, горячее, неизбежное. Когда Лина вышла на кухню за чайником, она услышала за спиной Мартина хихиканье и фразу, сказанную полушепотом, но предельно четко. «Да бросьте вы, Даниэль. Вам же видно, что мы с Линой противоположности. Вы человек яркий, умный. А она, она просто добрая. Очень-очень добрая. Слишком». Желудок Лины сжался. Она поставила чайник, медленно выпрямилась, обхватила руками край столешницы. «Я просто добрая. Просто? Слишком?» Ее детство, юность, работа, привычка спасать всех вокруг, терпеть, сглаживать углы. Все вдруг встало перед ней четко, ясно. Это слово было приговором. Она закрыла глаза. И впервые за долгое время позволила себе подумать не о том, что правильно, а о том, что правильно для нее. Когда Лина вернулась с чайником в руки, Марта уже выкладывала на стол плед. «Так», — звонко объявила она, — «а теперь танцы». Музыка, приглушенный свет и вперед. Она выключила люстру, оставив только бра. Комната погрузилась в мягкий полумрак. Даниэль даже не успел ничего сказать. Марта уже положила руку ему на плечо, повернулась всем телом, будто приглашала в танец. «Ну что, подвигаемся? Жизнь короткая». Она засмеялась, открывая плейлист на телефоне. Лина стояла у двери кухни, держа чайник, словно щит. Из телефона зазвучала медленная, чувственная музыка. Марта подвинулась ближе, буквально навязываясь Даниэлю в объятия. Он замялся, неловко улыбнулся, сказал: «Наверное, стоит подождать Лину». Но Марта уже положила голову ему на плечо. «Да ладно тебе. Она же занята. Пусть минутку передохнет». Именно в этот момент у Лины внутри что-то оборвалось. И тут же на место оборванного пришло другое, крепкое, ровное, прямое ощущение. «Стоп. Хватит». Она подошла к выключателю. Ее ладонь дрожала, но взгляд нет. Щелк. Свет вспыхнул резко, обнажая всю нелепость сцены. Мартина голова на плече у мужчины, которому она не принадлежит. Ее улыбка, нарочитая, как театральная. Его растерянность. Марта дернулась, отстранилась, но тут же закатила глаза. «Лина, ну ты как всегда. Что за драматизм? Мы просто танцевали». «Нет, Марта», — спокойно сказала Лина. «Ты танцевала». Он стоял. Она нажала паузу на телефоне, затем положила его на стол. Тишина разлилась по комнате. «Даниэль», — сказала она уже мягче, — «вам пора». Он открыл рот, явно хотел что-то объяснить, но Лина подняла ладонь, останавливая. «Не нужно». «Я все видела». Она смотрела ему в глаза, и там не было злости. Только ясность. Так что приходит, когда вдруг понимаешь, виноват не человек перед тобой, а то, как долго ты позволяла людям переступать через себя. Даниэль медленно кивнул. Он выглядел искренне расстроенным. «Лина, мне очень жаль. Если бы я понимал, что Марта...» «Все хорошо», — перебила она. «Просто уходите, пожалуйста. Сегодня я хочу быть одна». Ему потребовалась секунда, чтобы понять, это окончательно. Он вздохнул, опустил плечи, взял пальто. «До свидания, Лина. До свидания, Даниэль». Дверь закрылась мягко, но для Лины этот звук прозвучал как щелчок замка внутри нее самой.
Марта же, наоборот, вспыхнула, словно ей плеснули на лицо кипятком. «Это что сейчас было?» Она почти выкрикнула. «Ты выгнала нормального мужика». «Из-за чего? Из-за танца? Ты совсем больная». Лина смотрела на нее спокойно. Она вдруг поняла, что практически не слышит Мартиных оскорблений. Они будто гасли в воздухе на подходе. «Знаешь, Марта», — начала она тихо, — «когда я видела вас в танце, я подумала только об одном. Наконец-то все ясно». «Ясно?» Марта фыркнула. «Что ясно?» «Что ты ревнивая дурочка». Лина шагнула ближе. Говорила негромко, наоборот, слишком спокойно. «Ясно то, что это не про Даниэля. Это про нас с тобой». Марта замолчала. Не ожидала такого поворота. «Ты всегда была яркая, всегда любила внимание. И я это принимала. Но то, что ты делала сегодня», — Лина выдохнула. «Это очень похоже на то, что ты делала много лет назад. В университете». И вдруг задала вопрос, который хранила в себе больше 10 лет. «Марта, когда я встречалась с Марком, ты правда была той девушкой, с которой он мне изменял?» Это было произнесено спокойно, как факт, который, наконец, нужно назвать вслух. Марта вздрогнула. На секунду ее лицо дернулось от удивления, от страха, от уязвленного самолюбия. И этого было достаточно. Лина поняла все без ответа. «Я», — начала Марта, — «ты неправильно. Можешь не продолжать», — сказала Лина. «Мне больше не нужно оправданий». Потом сделала вдох и произнесла то, что боялась сказать себе долгие годы. «Собери вещи, Марта. Ты больше здесь не живешь». На этом моменте Марта взорвалась. «Ты что, с ума сошла? Куда я пойду? У меня нет ни квартиры, ни работы. Ты с ума сошла. Ты меня предаешь». Но Лина уже не слушала. Получилось что-то невероятное. Вся ее жизнь, все ее границы, все обиды, которые она уговаривала себя сглатывать, встали в один четкий вертикальный стержень. Она подошла к шкафу, сняла с полки Мартины вещи, отдала одной кучей. «У тебя 30 минут. И, пожалуйста, ничего моего не бери. В полицию обращаться я не хочу, но если возьмешь, обращусь». «Ты», — Марта захлебнулась словами, — «ты пожалеешь. Ты останешься одна, ты понимаешь?» Лина улыбнулась. Удивительно тепло. «Лучше быть одной, чем с теми, кто не видит во мне ничего, кроме бесплатного сервиса и тихой тени на фоне своих спектаклей». Когда Марта выкатила чемодан на лестничную клетку, дверь соседки приоткрылась, словно по команде. Тетя Зина, конечно же, стояла на страже всей местной драмы. «Линочка, что случилось, родная?» Она вытянула шею, глядя на чемодан. Лина не отвела взгляд. «Все хорошо, тетя Зин. Просто Марта уезжает. Погостила, и хватит». Марта прошипела. «Пошли вы все к черту». Лифт приехал неожиданно быстро, будто знал, что пора. Двери закрылись. И в этот момент с лестничной площадки ушло не только тело Марты. Ушло все, что годами держало Лину в роли удобной, тихой, слишком доброй. Тетя Зина сочувственно кивнула. «Давно пора, доченька. Нечего таким людям у тебя жить». Лина улыбнулась настоящей, легкой улыбкой. «Вы правы. Пора». Она закрыла дверь, прошла вглубь квартиры. Тишина встретила ее чистым, почти звенящим звуком. Лина сняла синее платье, надела мягкую домашнюю кофту, заварила себе чай. Села за стол, поджала ноги. И впервые за много месяцев почувствовала себя в своем доме хозяйкой, а не прислугой. Слезы выступили сами, не от боли, а от облегчения. В этот вечер она потеряла 2 людей. И впервые за долгое время нашла себя. Если эта история откликнулась, подпишитесь, поставьте лайк и перешлите ее тем, кто боится сказать свое первое честное «нет». Иногда одно «нет» возвращает всю жизнь обратно в ваши руки.